Всем привет! Вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только подробные обзоры и долгие стримы. За последние 2 года я обозревал примерно 3 сотни смартфонов, и сегодня я готов вам представить мой топ-10 смартфонов до 20 тысяч рублей. И перед топом, по идее, я должен вас каким-то образом заманить, но у меня другая политика, вход будет нудным. Мы прекрасно помним, что эти $200, которые 20 тысяч рублей сегодня, позавчера, полгода назад, были 3 сотнями долларов. И по большому счету актуальный топ до 20 тысяч рублей — это тот топ, который я уже выгружал до 30 тысяч рублей. Напоминаю, что на канале есть свежие топы до 30 тысяч, до 40 тысяч, до 50 тысяч. Топ по цене качества среди флагманов, топ умных часов свеженький, браслетов довольно свежий. Помимо этого еще топ наушников не для всех, и завтра вполне возможно будет топ беспроводных наушников, но... Честно говоря, они особо вперед никуда не бегут. То же касается в каком-то смысле смартфонов. То есть, если бы я сегодня вам рассказывал о смартфонах до $200 и курс был 75, здесь бы были совсем другие устройства. Это первое, что вы должны запомнить. Второе, что вы должны запомнить, по идее, я должен как-то разгонять маркетинг, но нет. Poco F3, ему практически 2 года. Если у вас этот смартфон, вам этот топ вообще не нужен. Ничего рядом не лежало за те 19 тысяч, которые вы отдали за это устройство когда-то. Если вы говорите о, допустим, тех же Poco X5 Pro и остальном, то есть то, что вы купили год назад, вполне возможно, даже 2 года назад, за меньшие в рублевом эквиваленте деньги, сейчас аналог не приобрести до 20 тысяч. Вот так я убиваю топ. Но, с другой стороны, вы можете посмотреть другой топ до 30 или до 40 тысяч рублей. Вот там есть устройства, на которые стоит все это дело менять. Второй важный момент, помимо этого, должны четко понимать, что эти устройства до 20 тысяч уже, если раньше до 20 тысяч я бы мог сказать, там есть уже приличная камера, приличных камер для видеосъемки там нет вообще. Там есть потребные более-менее, но никаких приличных камер там нет. Там есть неплохие камеры для фотосъемки днем, но никаких камер для фотосъемки ночью нет. Во все это можно играть более-менее комфортно. Я даже туда запихал один из смартфонов 3-го эшелона, но это только вот чтобы порадовались фанаты Intel, Infinix и всего остального. Момент номер 3, самый неприятный. У меня много знакомых, у которых все хорошо, в принципе, в жизни, они в принципе не выбирают смартфоны, и у них любимая фраза «люди в голову едят». Так вот, наша миссия с вами не быть теми людьми, которые в голову едят. Если вы смотрите этот топ, вы хотите разобраться в смартфонах. Мой топ — это не руководство к деятельности и к действию. Мой топ — это попытка вас побудить начать разбираться в этих устройствах. Возможно, у вас нет времени, но вы один раз разберетесь, и вам не понадобится смотреть 500 тысяч обзоров, 500 тысяч топов и думать, кто вам врет и что вам надо. В описании к ролику у меня есть стрим часовой на то, каким образом я советую подбирать под себя смартфон, чтобы потом никоим образом не расстраиваться. Вот посмотрите его, либо поищите что-то на YouTube аналогичное, и потом уже смотрите эти топы с легкой улыбкой и пониманием того, что из этих 10 вещей, которые для меня являются хорошими и нормальными, потому что я могу их купить в одни деньги, продать в одни деньги, они у меня не умрут во время использования. Ваша миссия в том, чтобы разобраться. Если нет, если вам совсем все лень, у меня есть телеграм-канал взаимопомощи, там почти 16 тысяч человек, вы приходите туда, пишите ПТЗ, и вам море продавцов, консультантов, либо самих пользователей устройств посоветуют, что лучше купить. В личку скинут 500 тысяч магазинов, которые я не рекомендую по тем или иным причинам, но вполне возможно, они там покупали, они вас смогут убедить, что там дешевле, выгоднее и быстрее. И в целом у вас есть просто миллиард возможностей для того, чтобы сэкономить себе время, деньги и нервы, один раз сформулировав то, что вам хочется и нужно. Это раз. 2. Телеграм-канал скидок у меня. Не забудьте подписаться. Я еще открыл телеграм-канал для стран не СНГ. Тем, кто в СНГ или в России сможет зайти туда и посмотреть и улыбнуться, какие у них есть великолепные промокоды. Допустим, $100 от $500. Может, у кого-то есть знакомые не из России, смогут приобрести на этой распродаже смарт, который стоил $500 за 400, может быть, даже за 350. Я не шучу, это реально так и работает. Вспомните 2 года назад, как у нас было. Я не пытаюсь вас расстроить, я пытаюсь вас смотивировать, чтобы вы сэкономили, и все. Телеграм-канал мой личный, где мы общаемся по поводу новинок. То есть можете прийти ко мне, культурным образом рассказать мне, почему я не прав, и мы с вами подискутируем с удовольствием. Есть такая фраза, которую вы знаете, которую многие очень пиарят и различным людям приписывают, но так оно и есть. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Я, как и вы, в жизни ошибаюсь, в технике в какой-то мере ошибаюсь, но не ошибаюсь я в одном. Я то, что покупаю, я успеваю продавать. Притом это у меня не окирпичивается. Смотрим топ, пишем, какие места, с чем согласны, с чем нет. Может быть, вообще полный бред, по вашему мнению. За любой комментарий огромное спасибо. Знаете, вы помогаете проекту. Завтра, 11.11, у меня розыгрыш Honor Magic 5 Ultimate.
на канале. Можете не приходить на стрим, можете потом в описании посмотреть, кто выиграл. Мы будем решать, что лучше приобрести. Я с вами буду там покупать и Xiaomi 14, 14 Pro, и хайпить я на этом точно не буду. Почему? Потому что те ценники, которые сейчас уже 14 Pro, у них заявлен $412. Если я еще использую промокод, $612 даже по нынешнему курсу очень даже неплохо. Но это не для стран СНГ. Если для России, то там 71 тысяча, может быть, будут какие-то еще промокоды, купоны. В целом, все, что мог, я вам рассказал. Это касается любой распродажи, не только 11.11. Покупайте с умом, не на один день, а если это ваше хобби, то начинайте потихонечку разбираться. Для того, чтобы у нас с вами была коммуникация, и мы благополучно решали, что мне купить, чтобы вам попытаться рассказать. А вы мне расскажете, почему я не прав. Всем привет, вы на канале Польза.нет еще раз. И сегодня я представлю вам свой топ-10 смартфонов, которые большинство из вас может купить на распродажах до 20 тысяч рублей. В данном сегменте есть тоже достойные смартфоны, и если не смотреть на ценники в офлайн магазинах крупных продавцов, то в эту сумму можно найти вполне неплохие варианты. На каждый из смартфонов данного топа традиционно есть отдельный обзор по ссылкам в описании к ролику, и в отдельном обзоре вы можете ознакомиться с распаковкой смартфона, результатами в бенчмарках и примерами работы камер, на основании которых вы можете принять для себя решение, стоит ли покупать этот смарт или нет. В моей личной телеге можете скачать исходники фотографий для всех этих смартов, практически для всех. Также под роликами есть комментарии людей, пользующихся этими устройствами, и в этих комментариях много всего полезного. Открывает сегодняшний топ-10 Tecno Camon 20 Pro, и это единственный смарт третьего эшелона в моих топах за последний год. Основным плюсом данного смартфона является, разумеется, его цена и доступность. Также у смарта есть мини-джек, поддержка карт памяти, он может снимать в 2К разрешении как на основную, так и на фронтальную камеры. У него есть классный экран с хорошей максимальной яркостью и минимальными рамками, и он не сбрасывает яркость в играх, что очень даже замечательно. Он набирает в Antutu более 400 тысяч баллов. В комплекте со смартфоном есть блок питания на 33 Вт, кабель для зарядки с USB-A на Type-C, краткое руководство, ключ для извлечения полноценного слота на 2 нано-сим-карты и карту памяти. Весит смартфон всего 181 грамм и имеет стандартные в 2023 году размеры. В продаже есть 3 расцветки: предрассветный черный, голубая фиалка и белый ледник. Тыльная часть выполнена из пластика с прорезиненной поверхностью, рамка глянцевая из пластика. Сборка не самая плохая, но могла бы быть и получше, как по мне. Смарт защищен от пыли и влаги по классу IP53, на корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, разъем питания USB Type-C версии 2.0, микрофоны и динамики. Звук у смарта стерео с предустановкой DTS и кастомным эквалайзером, но эквалайзер простой. Также есть мини-джек на 3,5 мм, Bluetooth кодеков достаточно, вибромотор средний, силу вибрации настроить нельзя. Смарт оснащен прямым AMOLED-дисплеем на 6,7 дюйма с разрешением 2400 на 1080 точек, цветовым охватом 100% DCI-P3, на 100% яркости экран выдает 870 люксов, яркости при попадании света на экран в целом достаточно, но запаса почти нет. Автоматическая регулировка яркости работает неплохо, но не шустро. Плотность пикселей эталонная для средняков 395 ppi. Частота обновления экрана максимум 120 Гц, также есть 90 Гц, 60 Гц и автогерцовка. Тач на 360 Гц, мультитач на 10 касаний на борту, Always On Display, AOT есть, но не полноценный. Есть шим затемнения до 1920 Гц, показатели шима хорошие, выше 20% шим не поднимается. Разблокировать смарт можно при помощи сканера отпечатков пальцев в экране, с помощью распознавания лица и стандартными способами. Все типы распознавания и разблокировки срабатывают неплохо. Можно внести до 5 отпечатков пальцев и всего одно лицо. Процессор установлен MediaTek Helio G99, графический процессор Mali G57MC2, оболочка HiOS 13 на базе Android 13 версии, оперативная память LPDDR4X на 8 ГБ, внутренняя память UFS 2.1 на 256 ГБ. Есть поддержка Wi-Fi 5 версии и поддержка 4G сетей с 7 и 20 бендом, так что проблем со связью теоретически быть не должно. У меня смартфон связь ловил плохо, датчик приближения отрабатывал корректно. Вот если бы он связь ловил чуть лучше, чем дешманские Xiaomi и Realme, он бы был, наверное, выше. Просто обещали все пользователи и продавцы, что будет все волшебно, по факту нет. Из датчиков на борту акселерометр, датчик освещенности, датчик приближения, электронный компас и гироскоп. Bluetooth версии 5.2, NFC, разумеется, на борту. Оплачивать смартом покупки можно, МРП устанавливаем и платим. GPS показывает стандартную для Mediatek точность в 1 метр, которая хуже, чем 3 метра в куалкомовских процессорах. Емкость аккумулятора 5000 мАч, PCMark показал время работы автономной 6 часов 2 минуты. Он поддерживает быструю зарядку на 33 Вт, от родного адаптера питания заряжается полностью за 1
час 30 минут. Результаты тестов стандартные для такого старенького и слабого процессора и обвеса. Блок камер с тыльной части состоит из двух модулей и кольцевой LED вспышки. Основной сенсор RGBW на 64 мегапикселя с углом обзора 81 градус и датчик глубины на 2 мегапикселя с углом обзора 88 градусов. Максимальное разрешение для видеосъемки 2К 30 FPS. Оптической стабилизации нет, есть только цифровая, которая работает лишь в 1080p 30 FPS. Фронталка на 32 мегапикселя может снимать видео также максимум в 2К и 30 FPS. В верхней рамке экрана спрятана вспышка, вспомогательных режимов, фильтров и тому подобному на борту достаточно. Камера, как по мне, не самая сильная сторона данного смарта, но ничего сверхкритичного я не увидел. Примеры видео в отдельном обзоре вы можете, повторяюсь, посмотреть по ссылке в описании к данному ролику и скачать исходники, еще и фотографии в моей личной телеге. Поиском пользуйтесь, и все будет. Минусы: скромный по сравнению с остальными смартами данного топа комплект без защитной пленки, нет ИК-порта, интерфейс плохо оптимизирован, нет поддержки 5G сетей, скромное количество модулей камеры, без макросенсора, ультраширика, я уже молчу про телевик. Ну и разумеется, за эти деньги мало где это дело встретишь. И концерн занимает 4-е место по продажам за счет продажи, повторяюсь, кнопочных телефонов бренда Itel по 2000 рублей, а не потому что все бегут их фантомы покупают. Покупал я эту штуку, еле продал. Ужасные устройства у них флагманские, а вот такие за 20 тысяч рублей очень даже ничего. Для этого процессора Smart имеет слишком малую автономность, как по мне, лично у меня за городом связь он ловил ужасно. Резюмируя, за 15 тысяч рублей, как я его приобрел, это неплохой вариант, если вы готовы мириться с недостатками, которые я озвучил. И это единственный смарт, который реально можно приобрести так выгодно, еще и у дома. Открываем Авито и вперед. Ну или смотрим по ссылкам в описании, может быть на сейле, на распродаже на той же Яме или Али будет дешевле. Хотя, повторяюсь, третий эшелон я бы рассматривал исключительно людям бесстрашным, и вот для вас я его в топы включил. На 9-м месте моего топа красуется Redmi Note 12 Pro. Глобальная версия Redmi Note 12 Pro реально снимает хорошо, даже в этом ценовом сегменте. Да, у него предел качества видеосъемки 4К 30 FPS, в то же время у него прямые грани, есть ИК-порт, у него по-настоящему хорошая автономность, несмотря на довольно приличную герцовку. И самое главное, смарт есть в глобалке. Правда, там можно запутаться в количествах версий этого Redmi Note 12 Pro. Их на моей памяти было 4 разных. В комплекте мы имеем ключ для извлечения слота под 2 сим-карты, краткое руководство, силиконовый чехол, сам смартфон, блок питания на 67 Вт и кабель для зарядки с USB-A на Type-C. Вес смартфона составляет 190 граммов, габариты стандартные для 2023 года. Слот на 2 сим-карты прорезиненный, на выбор есть расцветки черный оникс, матовый синий и звездная пыль фиолетового цвета. Дизайн интересный, корпус выполнен из пластмассы, в руке без чехла лежит в целом комфортно, сборка неплохая, как и качество материалов. На корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C версии 2.0, 2 микрофона, динамики, 2 основных, 1 разговорный, звучание хорошее, на борту есть кастомный эквалайзер и некоторое количество готовых пресетов. Смарт поддерживает Dolby Atmos, воспроизводит аудио в Hi-Res качестве, кодеков высокой четкости более чем достаточно. ИК-порт и мини-джек присутствуют, за что спасибо. Смарт имеет влагозащиту класса IP53, он оснащен Pro AMOLED дисплеем на 6,67 дюйма с разрешением 2400 на 1080 пикселей. Матрица экрана абсолютно плоская. Экран поддерживает более 1 миллиарда цветов, цветовая гамма 100% DCI-P3, контрастность 5 миллионов к 1. HDR10+, White Wine L1 на борту, как и Dolby Vision. Плотность пикселей 394 ppi, яркость 900 нит. При прямом попадании света на экран пользоваться данной моделью даже в солнечный день в целом можно, но запаса яркости нет. Частота обновления экрана максимум 120 Гц, также есть авторежим и 60 Гц. Тач на 240 Гц, тест на частоту дискретизации касания отрабатывает по мне хорошо, тач здесь неплохой за эти деньги. DC-димминг вшит, мерцание 1920 Гц. Показатели шима в целом хорошие, выше 23% шим не поднимается. Автояркость работает хорошо, есть автоматический дневной режим, Always On Display на борту, мультитач на 10 касаний одновременно откликается, разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в кнопку блокировки и распознавания лица. Сканер отпечатков пальцев работает хорошо, можно завести до 5 отпечатков пальцев. Распознавание лица срабатывает корректно и под углами тоже. Минус за то, что можно завести один и тот же отпечаток пальца и внести биометрические данные можно одного лица, но до 2 раз. Ну или 2 разных лица. Подбородок у экрана есть, он средних размеров, экран для повседневных задач отличный, цветопередача приятная, в настройках имеются функции, которыми можно персонализировать экран или интерфейс под себя. Процессор MediaTek Dimensity 1080, графический процессор Mali G68MC4, интерфейс MIUI 13 на базе Android 12 версии, но, разумеется, прошивки уже прилетели с момента издания моего обзора. Оперативная память LPDDR4X доступна на выбор 6 или 8 ГБ. Внутренняя память UFS 2.2, и на выбор есть 128
128 или 256 гигабайт. Имеется поддержка Wi-Fi 6 серии, поддержка 5G сетей, что не для всех актуально. У меня связь смартфон ловил отлично, звучание во время разговора хорошее, микрофоны и датчик приближения не подводили. Запись разговора в стоке есть и без уведомления о начале записи. Вибромоторы линейные по оси X, нет опорный, настроить можно только уровень тактильной отдачи. Bluetooth версии 5.2, также есть модуль NFC. Из навигации на борту GPS, от GPS, Beidou, GLONASS и GPS-тест в городских условиях показывает точность до 1 метра. Емкость аккумулятора 5000 мАч, в PC-марке устройство показало средний результат в 7 часов 38 минут, и это при максимальной яркости и максимальной герцовке. Заряжается он от 0 до сотки от родного адаптера питания в среднем за 56 минут. В принципе, это неплохо, учитывая, что яблоки у меня новые заряжаются по 2 часа еще и перегреваются до сих пор. Играть комфортно, нагрева почти нет, и яркость он не понижает и не фризит. Результаты тестов и примеры работы камер смотрите в отдельном обзоре. Основной блок камер с тыльной части состоит из 3 сенсоров и двухцветные LED-вспышки. Основной сенсор Sony IMX766 на 50 мегапикселей, сверхширик на 8 мегапикселей с углом обзора в 120 градусов и макро на 2 мегапикселя. Запись видео доступна с основного модуля в максимальном разрешении 4К 30 FPS, цифровая стабилизация также на борту. Фронталка на 16 мегапикселей может снимать видео максимум в 1080p 60 FPS. На борту имеется достаточно различных режимов и сценариев съемки. В целом камера показала себя неплохо, но вау-эффекта нет. Redmi Note 12 Pro имеет все, что нужно для повседневного использования камер в принципе, но минусы: нет здесь 7 и 20 бенда, не в глобальной версии, разумеется, есть еще Redmi Note 12 Pro глобалка. Хотелось бы поддержку карт памяти, пока нет обновления до 13-го Android, старенький USB Type-C разъем, марки корпус и резюмирую. Redmi Note 12 Pro это великолепный смартфон для съемки, игр и всего остального. Он сбалансирован великолепно, поэтому если вы приобрели его за адекватный прайс, прямо супер. Претензий за эти деньги к данному смартфону у меня практически нет вообще никаких. Единственное, да, если у вас город меньше 10 тысяч человек, либо вы проживаете за городом или часто катаете на дачу, могут быть проблемы с сотовой связью. Но, как говорится, за 20 тысяч все не получишь сразу. На 8-м месте моего топа красуется сегодня OnePlus Nord SE 3 Lite, самый бюджетный из OnePlus. К плюсам данного смартфона я отнесу IPS-экран с поддержкой 120 Гц, 400 тысяч баллов в Antutu, хорошая плотность пикселей, наличие мини-джека и стереозвук. И вместе с тем процессор без минимального запаса по мощности, и цена за такое железо не самая гуманная. Так что покупать данный смартфон лучше всего во время распродаж. И только во время распродаж, потому что не во время сейла это неразумно. Комплект поставки стандартный для OnePlus, смартфон с наклеенной защитной пленкой, краткое руководство, блок питания на 67 Вт, фирменный кабель для зарядки с USB-A на Type-C, который нежелательно терять, если вы хотите пользоваться быстрой зарядкой. Устанете потом искать оригинал. Также есть ключ для извлечения гибридного слота под 2 нано-сим-карты или 1 нано-сим-карту и карту памяти до 1 терабайта. Габариты смарта стандартные, весит он 198 граммов, не так и много. В продаже есть темно-серая и лаймовая расцветка смартфона. Рамка, как и тыльная часть, выполнена из пластмассы. Качество материалов, как и сборка, неплохое. На корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, разъем питания USB Type-C версии 2.0, что неудивительно в этот ценник, других и не бывает, дешевле 20 тысяч. Звук у смарта стерео, но далеко не топовое. Кастомных эквалайзеров нет, Bluetooth кодеков на борту более чем достаточно, вибромотор приятный, но не настраиваемый. IPS-дисплей на 6,72 дюйма имеет разрешение 2400 на 1080 точек. Все как у всех. Подбородок у смарта приличный, я бы даже сказал неприличный. Плотность пикселей 391 ppi. Прибор показал 550 люксов яркости экрана, что стандартно для IPS, и я бы сказал даже неплохо, но на солнце его будет не хватать, к сожалению. С другой стороны, напоминаю всегда, зато в IPS нет шима. Адаптивная регулировка яркости работает корректно и быстро, частота обновления экрана максимум 120 Гц с адаптивным режимом, тач 240 Гц. Мультитач на 10 касаний традиционно для Android смартфонов на борту, в отличие от айфонов, у которых всего 5 пальцев. Разблокируется смарт с помощью сканера отпечатков пальцев кнопки питания и разблокировкой лица. Сканер отпечатков пальцев отрабатывает неплохо, а вот лицом смарт разблокируется моментально. Завести можно до 5 отпечатков пальцев, причем один и тот же отпечаток 2 раза завести нельзя. Процессор установлен Qualcomm Snapdragon 695 5G, графический процессор Adreno 619, оболочка Oxygen OS 13 на базе Android 13 версии, но, как мы знаем, будет еще много всяких обновлений. Оперативная память LPDDR4X на 8 ГБ, внутренняя память UFS 2.2 на 128 или 256 гигабайт. Есть поддержка Wi-Fi 5 версии, поддержка 5G сетей, а для 4G сети есть 7 и 20 бенды, что хорошо. Но повторяю, что у OnePlus практически только глобалки есть, кроме OnePlus Ace 2V. В общем, нужно иногда обращать внимание, чтобы глобалка была. Микрофоны, как и датчик приближения, отрабатывают хорошо, запись разговора в стоке есть. Bluetooth версии 5.1
один старенький NFC-модуль на борту, оплачивать покупки телефону можно без проблем. Из навигации на борту GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZ-SS, и GPS-тест показывает стандартную точность для этого типа процессора в 3 метра, и она по факту является лучшей. Аккумулятор емкостью в 5000 мАч, PC-Mark не проходит, что стандартно для OnePlus. Быстрая зарядка на 67 Вт заряжает с нуля полностью смартфон за 1 час 10 минут. Результаты тестов смотрите в полном обзоре, они не самые хорошие, что-то вы сейчас видите, что в принципе неудивительно за эти деньги. Основной блок камер же состоит из 3 сенсоров и LED-вспышки. Основной модуль S5KHM65X03 от Samsung на 108 мегапикселей с апертурой 1.7 и цифровой стабилизацией. Далее две затычки по 2 мегапикселя, это датчик глубины и макросенсор. Видео Smart пишет максимум в 1080p 30 fps, фронталка на 16 мегапикселей может писать видео в том же скромном разрешении, основная камера хорошо справляется только с фото. У видео все гораздо скромнее. Минусы: нет защиты от влаги, разумеется, нет ЭК-порта, eSIM не поддерживается, нет беспроводной и реверсивной зарядки, нет автостаба на камерах, процессор тротлит и цена за такое железо высоковат. Но это же OnePlus, iPhone в мире андроидов. Во всяком случае, по их мнению, в целом вы платите здесь за операционную систему больше, чем за железо. Резюмируя, Smart хорошо подойдет нетребовательным людям без запросов на игры или хорошую видеосъемку, но хорошую оболочку. Людям, которые хотят попробовать отлично оптимизированную оболочку, этот Smart также зайдет. Но не ждите от него больше, чем он может вам дать. Это прям ультра скромный по железу смартфон. На 7-м месте нашего топа сегодня красуется Vivo IQ Z8s. К плюсам данного смартфона я отнесу поддержку карт памяти, мини-джек, быструю зарядку, отличный аккумулятор и нормальную комплектацию, в отличие от почти всех смартфонов А-эшелона. В комплекте мы имеем сам смартфон с наклеенной защитной пленкой, силиконовый чехол, краткое руководство, блок питания на 44 Вт с китайской вилкой и кабель для зарядки с USB-A на Type-C. Весит смартфон 201 грамм, а габариты стандартные для его размеров. Слот гибридный на 2 нано-сим-карты или 1 нано-сим-карту и карту памяти до 1 терабайта. Приобрести данный девайс можно в черной, голубой и белой расцветке. Дизайн смартфона минималистичный, выглядит он хорошо. Тыльная часть выполнена из стекла, а рамка пластиковая. Сборка смартфона хорошая, материалы качественные, но защиты от влаги нет, что неудивительно, учитывая стоимость. В руке смартфон лежит комфортно, одной рукой пользоваться смартфоном можно. На корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C OTG версии 2.0, микрофон и мини-джек на 3,5 мм, но вот ИК-порта нет. Далее есть динамики, звук в данной модели стерео, но полуторка. В настройках можно найти предустановки звучания, за что спасибо. Вибромотор неплохой, настраиваемый, 4D вибрация в наличии, но только для некоторых игр. Аудиокодеков на борту достаточно, смартфон оснащен IPS-дисплеем на 6,64 дюйма с разрешением 2388 на 1080 пикселей. Экран плоский, за что плюс, но рамки большие, как и подбородок. Соотношение сторон 19,9 к 9, соотношение экрана к корпусу 91%. Контрастность 1500 к 1, цветовой охват 100% DCI-P3. Плотность пикселей 395 ppi, а пиковая яркость 600 нит. При измерении яркости экран выдает 430 люксов. Это, честно скажем, мало. При прямом попадании света на экран пользоваться смартфоном очень затруднительно, но, повторяюсь, возможно. Частота обновления экрана максимум 120 Гц, автоматический режим также на борту, как и 60 Гц и 90 Гц. Тест на частоту дискретизации касания показал средний результат, мультитач на 10 касаний в наличии. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в кнопку блокировки и распознавания лиц, а также стандартными способами разблокировки. Сканер отпечатков пальцев работает корректно и быстро, зарегистрировать один и тот же отпечаток пальца нельзя. Распознавание лица отрабатывает отлично даже под углами. Процессор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, графический процессор Adreno 610, интерфейс Origin OS 3 на базе Android 13 версии. Google сервисы встают без проблем, Google Play тоже, русский язык на борту, интерфейс работает хорошо и шустро, микрофризы встречаются, но крайне редко. Оперативная память LPDDR4X на выбор доступна 8 или 12 гигабайт, а в программах показывает тип памяти, кстати, LPDDR5, что очень странно. Внутренняя память UFS 2.2 и на выбор 128 или 256 гигабайт. Имеется поддержка Wi-Fi 6E серии, поддержка 5G сетей, которые не для всех актуальны. Для 4G сети 7 и 20 бенд отсутствуют. Связь смартфон в больших городах ловит отлично. Запись разговора на борту и без уведомления о начале записи. Bluetooth версии 5.1, GPS-тест в городских условиях показывает точность до 3 метров. Емкость аккумулятора 6000 мАч, в PC-марке смартфон выдал 12 часов 49 минут при максимальной герцовке и максимальной яркости, что является отличным результатом. Smart поддерживает быструю зарядку до 44 Вт, заряжается он от 0 до сотки в среднем по моим тестам за 54 минуты.
минуты. MHL подключение смартфон не поддерживает, тротлинг-тест Smart проходит плохо, все остальные результаты бенчмарков, как и примеры работы камер, смотрите в отдельном обзоре. Хочу отметить, что Smart за свои деньги, повторяюсь, очень-очень-очень хорош. Единственное, отсутствие бендов, конечно, удручает. Основной блок камер с тыльной части состоит из двух сенсоров и двойной LED вспышки. Основной сенсор на 50 мегапикселей с оптостабом, апертура 1.9. Также есть затычка на 2 мегапикселя с апертурой 2.4 и запись видео доступна с основного сенсора 4К 30 FPS. И это прям сильно. Ну и, разумеется, ниже. Цифровая стабилизация также на борту. Фронталка здесь на 8 мегапикселей, находится по центру верхней части экрана. Максимальное разрешение для съемки видео у нее 1080p 30 FPS. Минусы: нет NFC-модуля, нет 7 и 20 бенда, беспроводной зарядки нет и пластиковая рамка, хотя за эти деньги она всегда такая. Плюс-минус еще наличие подбородка. Резюмирую, Smart очень неплох за свои деньги, и с отсутствием NFC можно как-то примириться. IPS-экран у нас очень любят, и хоть у них яркость меньше, чем в AMOLED, но зато нет никакого шима. Да и прослужат эти экраны дольше. В общем, рекомендовать данный Smart я могу, если вы безразличны к его недостаткам и не посещаете места с плохим качеством связи. Повторяюсь, все исходники фотографий на этот смартфон, так же как и на лайв-канале, есть еще тест этого смартфона в играх, можете посмотреть, а в телеге моей личной скачать исходники фоток. Фоткает он неплохо. На шестом месте моего топа красуется Redmi Note 13. Да-да-да, свеженький. Правда, да, китайская версия девайса. Плюсом данного смарта я отнесу защиту от влаги класса IP54, хороший чехол с заглушкой, порта Type-C, которую многие из нас хотят все время оторвать, достойные показатели в Antutu, отличный экран с практически идеальной плотностью пикселей и отличной яркостью, сканер отпечатков пальцев в кнопке питания, который работает хорошо. Smart не сильно сбрасывает яркость в длительных игровых баталиях, всего до 400 нит, что нормально. Напоминаю, что iPhone 15 Pro Max у меня сбрасывал до 250 нит. Плюс Smart еще имеет поддержку карт памяти. В комплекте поставки есть ключ для извлечения гибридного слота на 2 нано-сим-карты и 1 нано-сим-карту и карту памяти, краткое руководство, силиконовый чехол с заглушкой, блок питания на 33 Вт, кабель питания с USB-A на Type-C. Весит Smart немного, 174 грамма, и имеет нормальные габариты. В продаже есть черная, белая и голубая расцветки данного смартфона. Грани прямые, тыльная часть, как и рамка, выполнена из пластика. Сборка хорошая, дизайн привлекательный. На корпусе есть кнопка питания со сканером отпечатков пальцев, качели регулировки громкости, разъем питания, USB Type-C версии 2.0. Bluetooth кодеков на борту достаточно, версия Bluetooth 5.3, почти самая свежая, есть и капорт, и мини-джек, за что отдельное спасибо. Вибромотор неплохой, еще при этом и настраиваемый. Smart оснащен прямым OLED-дисплеем на 6,67 дюйма со стандартным разрешением 2400 на 1080 пикселей. Защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5 серии, рамка у экрана минимальной, подбородка почти нет. Плотность пикселей 395 ppi, яркость до 1000 нит. Максимальная яркость без включения автояркости 800 люксов. При прямом попадании света на экран яркости вам будет достаточно, но запаса нет. Автояркость работает хорошо, частота обновления экрана максимум 120 Гц. Частота дискретизации касания 2160 Гц. Мультитач на 10 касаний в наличии, AOT есть, но не полноценный, лишь на 10 секунд. Есть PWM затемнение на 1920 Гц, шим выше 15% не поднимается. Разблокируется смартфон сканером отпечатков пальцев в кнопке питания, распознаванием лиц и стандартными способами. Можно завести до 5 отпечатков пальцев и до 2 лиц. Жаль, что можно несколько раз завести один и тот же отпечаток пальца. Процессор установлен MediaTek Dimensity 6080, графический процессор Mali G57 MP2, интерфейс MIUI 14 на базе Android 13 версии, разумеется, будут обновления и, возможно, они уже прилетели. Обновления прилетают на него исправно. В китайской версии Smart традиционно нет поддержки русского языка, но в продаже есть и уже мультиязычная прошивка с русским языком. Система работает с микрофризами, но сильных подвисаний я не замечал. Оперативная память на выбор 6, 8 или 12 гигабайт, внутренняя память UFS 2.2 и на выбор 128 или 256 гигабайт. Есть поддержка Wi-Fi 5 серии, 5G сетей, датчик приближения у меня работает нормально, в стоке есть запись разговоров без уведомления собеседника. К слову, датчик приближения и в 13 Pro Plus у меня работал нормально, а в 13 Pro почему-то глючил. Точность GPS-модуля в городских условиях до 1 метра. Заряжается Smart от родного адаптера питания на 33 Вт. В среднем 1 час 12 минут. MHL подключение Smart не поддерживает, напрямую кабелем к телевизору вы его не подключите. Результаты тестов неплохие, сильного тротлинга нет. Основной блок камер с тыльной части состоит из двух сенсоров и LED-вспышки. Основной модуль Samsung S5KHM3 на 108 мегапикселей с апертурой 1.7. И видео он может писать максимум в 1080p 30 fps. Есть также дополнительно сенсор на 2 мегапикселя, фронтальный сенсор на 16 мегапикселей. И видео он может писать в том же максимальном разрешении. Примеры фото и видео все там же в отдельном обзоре. Ну и исходники в моей
телеги, повторяюсь. Минусы: звук у смартфона моно, в 4G сетях нет 7 и 20 бенда, нет NFC в китайской версии смарта, нет беспроводной зарядки, урезанный Always On дисплей, нет сверхширика. Резюмирую, в долларовом эквиваленте смарт очень достойный и стоит своих денег. Если вам не нужны бенды, вы живете в большом городе и редко выезжаете в глубинку, это ваш вариант. Жаль только, что звук моно, но право на жизнь данный смарт определенно имеет. Не забудьте, кстати, подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. Там много всего полезного. Напоминаю, что 11.11 будет сейл, следующий еще в Black Friday 24 ноября. И в целом распродаж будет еще много. В моей личной телеге мы можем постоянно общаться на темы новых девайсов 24/7. Всем, кто подписался на этот канал с колоколом, огромное спасибо. Знайте, вы помогаете проекту. На 5-м месте моего топа находится Realme C55. К плюсам данного смартфона я отнесу отличный 90 Гц экрана, у него в принципе не будет шима, есть мини-джек, нормальная зарядка Type-C, также он неплохо фотографирует. В комплекте вы получите смартфон с наклеенной защитной пленкой, силиконовый чехол, краткое руководство и ключ для извлечения слота на 2 сим-карты и карту памяти до 1 терабайта. Блок питания на 33 Вт и кабель USB-A на Type-C. Весит смартфон 192 грамма и имеет стандартные для этого экрана габариты. Продается смартфон в двух вариантах расцветки: перламутровый и черный. Дизайн смарта своеобразный. Рамка смарта, как и крышка, выполнена из пластика. Качество материалов неплохое на свою стоимость. На смарте расположены качели регулировки громкости, микрофоны, кнопка питания, разъем USB Type-C OTG версии 2.0. Bluetooth кодеков у смарта достаточно, вибро слабое, к сожалению. Смарт оснащен IPS-дисплеем на 6,72 дюйма с разрешением 2400 на 1080 пикселей. Подбородок есть, плотность пикселей 392 ppi. Пиковая яркость 680 нит, на 100% яркости экран выдает 567 люксов, что отлично для IPS-матрицы. В солнечный день яркости будет мало, но что-то вы увидите. Частота обновления экрана 90 Гц, также есть 60 Гц и авторежим. Тач на 180 Гц. Экран местами не откликается на 10 касаний, что очень даже странно. Экран разблокируется с помощью сканера отпечатков пальцев, внедренного в кнопку питания, с помощью распознавания лица, а также стандартными способами. Можно внести до 5 отпечатков пальцев, притом один и тот же палец внести 2 раза нельзя, что очень даже хорошо. Распознавание лица срабатывает даже под небольшими углами, и внести можно данные только одного лица. Процессор установлен ужасный Mediatek Helio G88, графический процессор ARM Mali G52MC2, интерфейс Realme UI версии 4.0 на базе Android 13 версии. С другой стороны, что хотеть от смартфона, который чуть дороже $100. Оперативная память LPDDR4X на выбор 6 или 8 гигабайт. Внутренняя память 128 или 256 гигабайт. Есть поддержка Wi-Fi 5 серии, в 4G сетях есть 7 и 20 бенды, что хорошо. Связь смарт ловит отлично, датчики приближения работали без нареканий. Bluetooth версии 5.2 староват, как по мне, но с другой стороны лучше, чем 5.0. Модуль NFC на 360 градусов на борту, проблем с оплатой смартфоном не возникает при установке МРП. Из навигации на борту GPS, GLONASS, Galileo и Beidou. Точность GPS стандартная, для Mediatek 1 метр, емкость аккумулятора 5000 мАч, в PC-марке смарт выдал космические 13 часов 30 минут работы, полностью от родного адаптера питания смарт заряжается за 1 час 10 минут. Результаты тестов стандартные для его процессора и обвеса, но тротлинга я не наблюдал. Только тест памяти меня расстроил результатами. По камерам. Основной блок камер с тыльной части состоит из 2 сенсоров и LED-вспышки. Основной модуль на 64 мегапикселя с технологией ProLight и дополнительный сенсор на 2 мегапикселя. Запись видео доступна максимум в 1080p 60 fps. Фронталка на 8 мегапикселей может писать видео максимум в 1080p 30 fps. Цифровой стаб на борту, оптического, естественно, нет. На борту большое количество различных режимов, предустановок и дополнительных функций. За примерами заходите в отдельный обзор. Фото получаются по мне достойными, как я уже говорил. Минусы: нет защиты от пыли и влаги, звук у смарта моно, нет ЭК-порта, нет поддержки 5G сети, что для многих в принципе не актуально. Производительность небольшая. Резюмирую, данные смартфоны имели в китайской версии проблемы с блокировкой, но все решалось. Видео смарт пишет ужасно, но фото приличного качества. Сейчас за 1011-12 я его тоже однозначно могу советовать, тем более смартов с IPS-матрицей становится все меньше, а людей, чувствительных к шиму, довольно много. Данный смартфон я к покупке рекомендовать могу смело, притом не обязательно его покупать на каких-нибудь там площадках из разряда Яндекс.Маркета или Алиэкспресса, можно в принципе просто на Авито поискать хорошенько. Они плохо продаются, поэтому ценник выгодный. На 4-м месте моего топа находится Realme 11. К плюсам данного смарта я отнесу прямые грани, довольно неплохой AMOLED-экран и довольно яркий. Он великолепно проявил себя во время теста на Твиче, когда я гонял его в играх. У него 90 Гц экрана, отличная яркость в 600 нит, но максимально скромная
надежная для видеокамера. Притом фото снимает он более чем адекватно. У смарта есть мини-джек, полноценный слот для сим-карты и карты памяти, довольно быстрая зарядка. В комплекте вы получите силиконовый чехол, документацию, смартфон с наклеенной защитной пленкой, ключ для извлечения слота, блок питания на 67 Вт, кабель для зарядки с USB и Type-C, слот прорезиненный, что хорошо, весит смартфон всего 182 грамма, габариты его стандартные. Приобрести смарт можно в черной и золотистой расцветке, тыльная часть выполнена из пластика, как и рамка, блок камер круглый, довольно крупный, грани прямые, сборка неплохая. На корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C OTG версии 2.0, микрофоны, два динамика, один разговорный, а второй основной. Аудиокодеков на борту достаточно, вибромотор тактильно неплохой, но не настраиваемый. Мини-джек на борту, за что отдельный плюс. Смарт оснащен Super AMOLED дисплеем на 6,43 дюйма с разрешением 2400 на 1080 пикселей. Подбородок очень большой, цветовой охват 100% DCI-P3, автояркость работает отлично и корректно, пиковая яркость 1000 нит. При прямом попадании света на экран яркости экрана в целом хватает, и пользоваться в солнечный день смартфоном можно. Плотность пикселей 409 ppi, частота обновления экрана максимум 90 Гц. Тест на частоту и дискретизации касаний показал довольно неплохой результат, мультитач на 10 касаний в наличии. Always on Display на борту, показатели шима не радужные, но при включении DC-диминга все становится хорошо, хотя там уже автояркость начинает лютовать. И с цветами не совсем все волшебно. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в кнопку блокировки, и распознавания лиц. Плюс стандартными способами. Сканер отпечатков пальцев работает хорошо, но не идеально. Зарегистрировать один и тот же отпечаток пальца несколько раз нельзя, но можно завести до 5 других отпечатков пальцев. Мне не понравился люфт у кнопки питания. Это единственное по поводу физических каких-то штуковин, которые мне не зашли. Распознавание лица срабатывает хорошо, внести биометрические данные можно только одного лица. Процессор установлен MediaTek Helio G99, графический процессор Mali G57 MC2, интерфейс Realme UI версии 4.0 на базе Android 13 версии, русский на борту традиционно. Интерфейс работает без сильных тормозов, но микрофризы встречаются. Оперативная память LPDDR4X доступна на выбор только 8 ГБ. Внутренняя память UFS 2.2 на 256 ГБ. И здесь можно расширять внутреннюю память, вставив microSD. Есть поддержка Wi-Fi 5 серии, напоминаю, что уже есть 7. Для 4G сети Band 720 на борту. Есть еще версия для Индии с 5G, и там установлен другой процессор. Есть вообще Realme 11 китайской версии. Датчик приближения отрабатывает без нареканий, Bluetooth версии 5.2. NFC-модуль есть, можно завести MirPay для бесконтактной оплаты. GPS-тест показывает точность в 1 метр, что хуже куалкомовских 3. Емкость аккумулятора 5000 мАч, в PC-марке Smart выдал 9 часов 37 минут работы. Smart поддерживает быструю зарядку на 67 Вт, заряжается от 0 до сотки он за 49 минут. В играх яркость не сбрасывает, за что отдельный плюс. Поддержки MSHL нет, результаты тестов вместе с примерами работы камер, повторяюсь, смотрим в обзорах по ссылке в описании. Блок камер с тыльной части состоит из 2 сенсоров и LED-вспышки. Основной сенсор Pro Light на 108 мегапикселей, портретный сенсор на 2 мегапикселя. Считайте затычка. Запись видео доступна с основного модуля в максимальном разрешении только 1080p 30 fps, оптостаба нет, фронтальный сенсор на 16 мегапикселей. Максимальное разрешение для съемки видео 1080p 30 fps. В стоке много различных вспомогательных функций и режимов, и это хорошо. Минусы: нет ЭК-порта, нет сверхширика, и вообще процессор — это один сплошной минус. Нет защиты от влаги, звучание в данной модели моно, нет поддержки 5G сетей, беспроводной зарядки, разумеется, нет. С другой стороны, с фото Smart справляется очень даже хорошо. Качаем исходники и смотрим. Но по детализации какой-то полный швах. Очень не похоже на 108 мегапикселей. Резюмирую так. Классный внешний смартфон, они оптимизировали старенькие процессоры, и в принципе все. Это неплохой бюджетник с 1080p 30 fps камерой, подбородком, процессором Helio, его хорошо оптимизировали, повторяю, собрали, и получилось классно, и внешне тоже. За 17 тысяч, которые сейчас он будет 11.11, в принципе, более чем достойный вариант. Тройку лидеров сегодня открывает еще один Redmi Note 12T Pro. Из плюсов у него глобальная прошивка с русским языком, возможность съемки видео в 4К 30 fps, мини-джек, АК-порт, официальная, хоть и минимальная защита от влаги, но самое главное — это отличный IPS-экран и топовое соотношение цена-качество. В комплекте есть сам смартфон с наклеенной защитной пленкой, ключ для извлечения слота под 2 нано-сим-карты, краткое руководство, силиконовый чехол, блок питания на 67 Вт и кабель для зарядки с USB-A на Type-C. Весит Smart 200 граммов и имеет стандартные для его диагонали дисплея размеры. В продаже есть 3 расцветки смарта: черная, белая и синяя. Выглядит он хорошо, корпус как и грани пластиковые, сборка неплохая. Он имеет защиту от влаги по стандарту IP53, на корпусе расположили качели регулировки громкости, кнопку питания, разъем USB Type-C с OTG версии 2.0, микрофоны, динамики с поддержкой Dolby Atmos, звук у смарта стерео, за что плюс в карму. Качество звука хорошее. Bluetooth кодеков на борту достаточно, версия Bluetooth 5.3, вибромотор линейный по оси X, нет опорный и
настраиваемый. Смартфон оснащен плоским IPS LCD дисплеем на 6,67 дюйма с разрешением 2460 на 1080 пикселей. Есть поддержка HDR10, Dolby Vision и Z-Real. Плотность пикселей 407 ppi, автояркость работает хорошо, частота обновления экрана максимум 144 Гц. Автоматический режим можно включить в настройках. Тач на 270 Гц, мультитач на 10 касаний на борту. Смарт можно разблокировать при помощи сканера отпечатков пальцев в кнопке питания, с помощью распознавания лица и стандартными способами. Сканер отпечатков пальцев работает отлично, можно завести до 5 отпечатков, лицо смарт распознает даже под углом. Жаль, что можно завести один и тот же отпечаток 5 раз. Повторяюсь, по мне это плохое качество Xiaomi. Можно зарегистрировать два разных лица и одно лицо два раза. Процессор у смарта MediaTek Dimensity 8200 Ultra, графический процессор Mali G610 MP6, интерфейс MIUI 14 на базе Android 13 версии, которые, разумеется, будут обновляться. Оперативка LPDDR5 на выбор доступна 8 или 12 гигабайт, внутренняя память уже UFS 3.1 и на выбор доступна 128, 256 гигабайт или 512 гигабайт. Есть поддержка Wi-Fi 6 версии, 5G сетей, звучание во время разговора хорошее, микрофоны и датчик приближения меня не подводили. Запись разговоров собеседника есть и без уведомления собеседника о начале записи, но опять же в китайских версиях смартов. Модуль NFC есть, так что с оплатой МРП проблем не будет. GPS-тест показывает стандартную точность в 1 метр, емкость аккумулятора 5080 мАч, в PC-марке смарт показал время работы 7 часов 41 минуту на 144 Гц экрана и максимальной яркости. Заряжается от родного адаптера питания смартфон в среднем за 53 минуты, в тестах смарт показал себя достойно. Основной блок камер состоит из 3 сенсоров и двойной LED вспышки, основной модуль на 64 мегапикселя с апертурой 1.79, сверхширик на 8 мегапикселей углом обзора в 120 градусов и макросенсор на 2 мегапикселя. Запись видео доступна максимум в 4К 30 FPS, как я уже говорил, но есть ограничения по непрерывной съемке в 4К. Максимум 8 минут можно снимать. Цифровая стабилизация на борту, фронталка на 16 мегапикселей может снимать видео максимум в 1080p. В стоке смарт имеет много режимов для фото и видеосъемки, что хорошо. Качество съемки, учитывая стоимость, отличное. Минусы: нет 7 и 20 бенда, в 4G сетях нет беспроводной зарядки, нет оптической стабилизации, хотелось бы поддержку карт памяти, нет 60 FPS на основной модуль, старенький разъем питания и резюмирую, это один из самых выгодных смартфонов по соотношению цена-возможности. Если вам не нужно ездить по глубинкам, он отличный вариант для покупки, тем более на IPS-матрице. На втором месте моего топа находится Poco X5. Из плюсов данного смарта я выделю прямые грани экрана с частотой обновления 120 Гц и отличную оптимизацию в играх, и при этом он вообще не греется. У него есть мини-джек и эко-порт и полная поддержка российских частот 4G. В комплекте вы получаете смарт с наклеенной защитной пленкой, краткое руководство, ключ для извлечения прорезиненного гибридного слота под 2 нано-сим-карты или сим-карту и карту памяти, силиконовый чехол также есть, как и кабель для зарядки с USB-A на Type-C и блок питания на 33 Вт. Весит смарт 192 грамма и имеет стандартные габариты. Рамка, как и тыльная часть, выполнена из пластика, качество материалов, как и сборка, на свою стоимость. На корпусе расположили кнопку питания, качели регулировки громкости, разъем для зарядки USB Type-C OTG версии 2.0, микрофоны и динамики. Смарт поддерживает основные аудиокодеки, но набор не самый большой. Вибромотор тактильно неплохой. Смарт оснащен плоским AMOLED DOT дисплеем на 6,67 дюйма с разрешением 2400 на 1080 точек. Частоту обновления до 120 Гц, плотность пикселей 394 ppi, подбородок у экрана большой, к сожалению. Пиковая яркость 1200 нит, яркости мне хватало. И автояркость отрабатывала хорошо. Есть полноценный АОТ и мультитач берет спокойно 10 касаний. Разблокировать смарт можно с помощью сканера отпечатков пальцев, внедренного в кнопку питания, распознавания лиц и стандартными способами. Сканер отпечатков пальцев отрабатывает шустро, завести можно 5 пальцев. Повторяю, что можно у Xiaomi завести 5 раз один палец. Также до 2 лиц можно завести для разблокировки и срабатывает разблокировка по лицу неплохо. Смарт оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 695 и графическим процессором Adreno 619. Оболочка MIUI 14 на базе Android 13 версии. Оперативная память LPDDR4X на выбор доступна 5 или 8 гигабайт. Внутренняя память по бумаге UFS 2.2, но по ощущениям 2.1. И на выбор доступно 128 или 256 гигабайт. Есть поддержка Wi-Fi 5 версии, 5G и 4G сетей со всеми бендами. Связь смартфон ловит отлично, датчики приближения отрабатывают корректно, NFC-модуль позволяет установить МРП и расплачиваться телефоном, из навигации на борту GPS, GLONASS, Beidou, Galileo и точность GPS показывает точность 3 метра. Bluetooth старый, версия 5.1, аккумулятор на 5000 мАч, быстрая зарядка на 33 Вт. И она позволяет полностью зарядить смартфон за 1 час 20 минут. В PC-марке смарт выдал скромные 6 часов 43 минуты, я ждал больших показателей, но при этом в играх смарт поедал очень мало. По камерам основной блок состоит из 3 сенсоров и LED-вспышки. Основной модуль на 48 мегапикселей с апертурой 1.8, сверхширик на 8 мегапикселей с углом обзора в
в 118 градусов апертурой 2.2 и макромодуль на 2 мегапикселя с апертурой 2.4. Видео Smart пишет максимум в 1080p и 30 fps, фронталка на 13 мегапикселей может снимать видео максимум в те же скромные 1080p и 30 fps. Есть много различных режимов и сценариев съемки. Минусы: звук у Smart моно, что расстроило очень сильно даже меня, слабая основная камера и фронталка, скромный процессор, хоть он и хорошо оптимизирован для игр. Резюмирую, это великолепный смартфон в свою стоимость до 20 тысяч, который продается везде, хоть на Али, хоть в ближайшем магазине. Он хорошо работает в играх, поддерживает все нужные частоты и выполняет все функции, озвученные производителем. Смело можете идти, смотреть его в магазине и покупать там, где дешевле. Лучше на распродажах, как, допустим, завтра, 11.11, или на Black Friday 24. Первое место сегодняшнего топа отдал Vivo IQ Z8. Из плюсов у него отличная производительность в этой ценовой категории, великолепный внешний вид, прямой экран с повышенной частотой обновления, действительно быстрая зарядка и оптическая стабилизация на основном модуле камеры. Вы вообще такое можете себе представить в этом ценовом диапазоне? И я не мог. Ладно, полетели. В комплекте есть смартфон с наклеенной защитной пленкой, силиконовый чехол, краткое руководство, блок питания на 120 Вт и кабель для зарядки с Type-C на Type-C. Весит смарт 201 грамм и имеет нормальные габариты, учитывая размер его дисплея. Слот прорезиненный на 2 нано-сим-карты. Даже в китайских версиях смартфонов от IQ есть, разумеется, русский язык. Google сервисы и Play Market тоже. В продаже есть 3 расцветки смарта: черная, голубая и белая. Дизайн смартфона интересный, смотрится он хорошо. Тыльная часть смарта стеклянная, рамка пластиковая. На корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C OTG версии 2.0, микрофоны и капорт и мини-джек, за что огромное спасибо. Звук у смарта стерео, причем неплохое. Вибромотор тоже неплохой и настраиваемый. Аудиокодеков на борту достаточно. Смарт оснащен IPS-дисплеем на 6,64 дюйма с разрешением 2388 на 1080 точек. Дисплей поддерживает HDR10, Dolby Vision, сертификацию SGS, плотность пикселей 395 ppi, пиковая яркость 650 нит. Яркости экрана на солнце может не хватать. Частота обновления экрана максимум 120 Гц, также есть 90 Гц, 60 Гц и автогерцовка. Мультитач на 10 касаний в наличии. Разблокировать смартфон можно при помощи сканера отпечатков пальцев в кнопке питания и с помощью распознавания лица, а также стандартными способами. Распознавание лиц срабатывает даже под углом, сканер отпечатков пальцев работает корректно и быстро. Зарегистрировать несколько раз один и тот же отпечаток пальца нельзя, что хорошо, это вам не Xiaomi. До 2 лиц можно завести для разблокировки. Смарт оснащен процессором MediaTek Dimensity 8200 и графическим интерфейсом Mali G610 MC6. Интерфейс Origin OS на базе Android 13 версии, которая будет обновляться, разумеется, как и все в этом топе. Оперативная память LPDDR5, на выбор доступна версия 8 или 12 гигабайт. Внутренняя память UFS 3.1 и на выбор 256 или 512 гигабайт. Смарт поддерживает Wi-Fi 6E, 5G сети. Связь смарт у меня ловил хорошо, датчик приближения отрабатывал корректно. Запись разговора без уведомления собеседника в стоке есть. Bluetooth версия 5.3, NFC-модуль в наличии, с оплатой смартфона проблем не будет. GPS-тест в городских условиях показывает стандартную точность в 1 метр, емкость аккумулятора 5000 мАч. В PC-марке смарт показал время автономной работы 8 часов 24 минуты, что отлично, учитывая 120 Гц и максимальную яркость, на которой проходил тест. Смарт поддерживает реверсивную зарядку на 7,5 Вт. Как вам такое в бюджетнике? За 26 минут полностью заряжается он от родного адаптера питания. Тротлинг-тест смарт проходит плохо, остальные тесты вместе с примерами работы камер смотрите в отдельном обзоре. Переходим к камерам. Основной блок камер с тыльной части состоит из 2 сенсоров и двойной LED-вспышки. Основной модуль на 64 мегапикселя с оптостабом, но без оптического зума, и дополнительная затычка на 2 мегапикселя. Запись видео с основного модуля доступна в максимум в 4К 30 FPS, цифровая стабилизация на борту. Фронталка на 16 мегапикселей может снимать видео максимум в скромные 1080p 30 FPS. В стоке смартфон имеет много дополнительных режимов, фильтров, но хорошо работает только основной модуль. Минусы: нет защиты от влаги, нет телевика, нет 7 и 20 бенда, пластиковая рамка, но в этой ценовой категории другого быть и не может. Смарт сбрасывает яркость, притом хаотично. Резюмировать хочу так: с такими характеристиками, с таким экраном, вообще без шима, с ультрабыстрой зарядкой и за такую стоимость смартфонов просто нет. И не только в нашем ритейле, на Али и другие производители не смогли сделать ничего подобного, чтобы сравнивалось с этим смартфоном по совокупности положительных качеств. У него, конечно же, есть минусы, но у iPhone 15 Pro Max есть минусы. И у Pixel 8 Pro, у которого MirPay не работает, и у Pixel 8, еще у многих других смартфонов. Но стоимость iPhone почти в 10 раз больше, так что Vivo IQ Z8 сегодня это безоговорочный победитель этого топа для меня. И резюмировать я бы хотел еще более нудно. Смотрите, если вам необходимо устройство для того, чтобы ходить с ним дольше года и не мучиться, этот топ не для вас. Смотрите топ до 30 тысяч рублей, я уверен, что вы там найдете что-то за 24-25 тысяч очень даже потребное. Если вам не нужен AMOLED и нужен IPS, IQ великолепный выбор.
Z8, Z8S, вообще любая линейка iQOO, но ее бесполезно перепродавать. Если говорить про Redmi, там очень много своих подводных камней. Если говорить про Realme, очень часто это очень плохое железо, но еще раз повторяюсь, вы посмотрите на этот топ и поймите, что это топ до $200 по факту. Это не топ до 20 тысяч, это до 200. И позавчера это было 15 тысяч рублей, а когда-то был курс 54, это было вообще до 11 тысяч рублей топ. И это было недавно, это было год с лишним. Поэтому пытаемся перестраиваться под новые ценники. Вроде бы курс уже более-менее лоялен, потому что психологическая отметка все-таки 100, а сейчас курс 93. Может быть, Али его еще снизит, потому что наша Али зарабатывает на разнице курсов, а не на то, что они делают какие-нибудь пиар-акции или заводят новые бренды. Я тысячный раз повторяюсь, может быть, они меня как-нибудь где-нибудь увидят. Они просто сделали из Али площадку, на которой покупаешь только китайские смартфоны, потому что глобалки, ни яблок там нет, ни самсунгов. И площадка в целом существует. Также на Яндекс.Маркете, кстати, сейчас 11.11 распродажи. Вообще много где распродажи. Выбирайте для себя и оценивайте риски. Я для себя уже один раз порисковал. И вместо S23 Plus мне на другой площадке прислали S23 и не возвращали деньги больше месяца на еще одной площадке, которую все постоянно пиарят. И помните, что в комментариях очень часто у меня в Телеграме и в YouTube пишут продавцы, либо армия ботов от других площадок. Это факт. Девайсом от меня, еще раз повторяюсь, в топе однозначное да. Огромное спасибо, что вы смотрите. Вы этим очень сильно помогаете проекту. Надеюсь, до 25 ноября я еще пару топов сооружу. У меня есть идея. В первую очередь, это, наверное, топ флагманов, которые бы лично я выбрал для пользования минимум год. И во вторую очередь, это топ среднебюджеток, которые бы я выбрал под те или иные задачи. То есть, допустим, под съемки, под игры или еще под что-то. Может быть, сделаю, может нет. Пишите. Повторяюсь, девайсом да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.